Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня готовлю швейцарский творожный торт. Почему швейцарский, честно говоря, не знаю. Рецепт взяла из интернета. И автор, разместивший рецепт этого торта на своей страничке, тоже в недоумении. Но пусть будет швейцарский, по-моему, очень неплохое название. Торт пользуется огромной популярностью в интернет-пространстве. И, на мой взгляд, эта популярность вполне заслуженная, поскольку торт получается нежным, легким, очень творожным, очень домашним и готовится несложно. Давайте приготовим! Я немного изменила рецептуру. Во-первых, я увеличила количество яиц с 4 до 6, поскольку считаю, что на 4 яйца брать 200 грамм муки и 200 грамм сахара – это очень много, а на 6 яиц – в самый раз. И немного изменила рецептуру крема. В оригинале крем стабилизируется быстро растворимым пудингом, который у нас просто не продается, поэтому я стабилизировала его желатиновым раствором. А в остальном старалась следовать рецепту. Для бисквита нам понадобится 6 средних куриных яиц, 200 грамм сахара и 200 грамм муки. 1,5 столовые ложки муки я заменила на картофельный крахмал. Общий вес и крахмала муки 200 грамм. Смешиваем крахмал и муку, а затем просеиваем. Готовить бисквит мы будем без разделения яиц на белки и желтки, поэтому в чашу миксера разбиваем яйца целиком. Начинаем взбивать. В процессе взбивания будем постепенно подсыпать сахар и взбиваем довольно долго, до такого состояния, чтобы наша масса стала легкой, воздушной, светлой. Попутно скажу, что в основе этого торта классический основной бисквит. Этому бисквиту посвящено отдельное видео, оно уже есть на канале. Ссылку на видео поставлю в описании под этим видео. Если вдруг что-то непонятно, если хотите поподробнее, заходите, посмотрите. Степень взбитости проверяем вот таким образом. След от теста не должен исчезать сразу, он не должен сразу же стекаться. Он должен оставаться видимым в течение нескольких секунд. И только после этого вмешиваем в тесто муку. Вмешиваем муку в 2-3 приема. Аккуратными складывающими движениями при помощи лопаточки. Лопаточкой двигаемся снизу вверх, от краев к центру, стараясь максимально сохранить тот объем, которого мы достигли взбиванием яиц. Выпекать бисквит я буду на противне. Размеры противня примерно 30 на 40 см. Я его застелила бумагой для выпечки. Выкладываем бисквитное тесто, разравниваем. Выпекаем бисквит предварительно разогретой до 180 градусов Цельсия духовке. Печется бисквит примерно 15-20 минут. Готовность бисквита определяем либо легким надавливанием на середину, палец не должен проваливаться, либо при помощи деревянной шпажки. Она должна выходить чистой, без следов теста. Свежеиспеченный бисквит выкладываем на решетку и даем слегка подостыть. Буквально минут 15-20. Затем накрываем листом бумаги, либо полотенцем, быстрым движением переворачиваем. Снимаем пергамент, на котором выпекался бисквит. И в таком открытом виде оставляем бисквит на несколько часов. Он должен остыть и выстояться. И только после этого можно будет собирать торт. Для пропитки коржей нам понадобится 2 столовые ложки сахара, 3 столовые ложки воды и, по желанию, столовая ложка коньяка. Если не хотите добавлять коньяк, просто пропустите. Ничем заменять не нужно. Сахар с водой нагреваем, чтобы сахар полностью растворился. Даем остыть. Вливаем коньяк, размешиваем. И наша пропитка готова. У бисквита я срезаю краешки. Они, как правило, бывают неровными и сухими. Срезанные краешки я слегка подсушу, разотру в крошку и буду использовать крошку для просыпки бортов торта. Разрезаем бисквит на 3 одинаковых коржа. Зубочистки – это мои маячки, чтобы коржи были ровными.
Бисквит пропитываем. Для прослойки нам понадобится 100 грамм шоколада. Шоколад можно взять любой, темный, молочный, 75 грамм сливочного масла и столовая ложка коньяка. Коньяк по желанию. Если не хотите добавлять, просто пропустите. Ничем заменять не нужно. Шоколад и сливочное масло аккуратно нагреваем до однородной массы. Нагревать можно любым удобным для вас способом, но только очень аккуратно, чтобы не перегреть шоколад. Вливаем коньяк, размешиваем, и прослойка готова. Смазываем шоколадной массой. И пока убираем в прохладное место, чтобы шоколад схватился, стал плотным. Для крема нам понадобится 500 мл жирных сливок для взбивания. Я обычно беру 35% сливки. 500 грамм творога, 200 грамм сахара, 100 мл молока, 15 грамм быстрорастворимого желатина и столовая ложка ванильного экстракта. Всыпаем желатин в молоко и оставляем на некоторое время набухнуть. Творог перетираем с сахаром. Мне это удобно сделать при помощи погружного блендера. Можно просто размять толкушкой. В общем, любым удобным для вас способом. Сюда же добавляем ванильный экстракт. Протираем до однородной пастообразной массы, без комков. Набухший желатин аккуратно нагреваем. Нагревать можно любым удобным для вас способом. Единственное, только надо помнить, что желатин нельзя кипятить, иначе он может потерять свою силу. Нагреваем, чтобы желатин полностью разошелся, полностью растворился. Вливаем желатиновый раствор и тщательно размешиваем. Если творожная масса получилась жидковатой, можно ее поставить ненадолго в холодильник до того момента, когда она начнет схватываться, станет немного гуще. Достаем из холодильника сливки. Напомню, что взбиваются только очень жирные и очень холодные сливки, поэтому до того момента, когда вы начнете с ними работать, они обязательно должны быть в холодильнике. Взбиваем сливки до устойчивого состояния. Но при этом сливки не переработайте, не перебейте. Они должны хорошо держать форму, но при этом остаться мягкими. Достаем из холодильника творожную массу. Как видите, она стала значительно гуще. И далее нам останется только смешать взбитые сливки и творожную массу. Постепенно добавляем взбитые сливки к творожной массе, не наоборот. И аккуратно размешиваем лопаточкой. Примерно так же, как мы замешивали бисквитное тесто. Вот такой легкий и очень вкусный крем получается в результате. И как видите, крема очень много. Достаем из холодильника бисквитный корж. Шоколадная прослойка стала плотной, она схватилась. Разделяем коржи. Раскладываем крем. И распределяем ровным слоем. Собираем торт, как обычно. Складываем коржи, подравниваем. Боковые срезы смазываем кремом. Для этой цели можно оставить немного крема. Я крем не оставляла, просто сняла часть крема с верхнего коржа. Борта торта я просыпала бисквитной крошкой. Сверху торт украшаем тертым шоколадом. Нам понадобится буквально 20-30 грамм. Шоколад можно нарубить ножом, можно натереть на крупной терке. Я торт слегка посыплю еще и какао-порошком. Посыплю буквально чуть-чуть для ровности цвета. Ставим торт в холодильник на несколько часов. У нас должны пропитаться коржи. Должен стабилизироваться, застыть крем. И тогда торт можно будет легко нарезать.
Торт получается очень высоким, но при этом с нарезанием торта, как правило, не возникает проблем. Итак, наш торт готов, и мне остается пожелать вам приятного чаепития. Приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что он вам тоже понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.